Я рад вас приветствовать, мои дорогие зрители. Итак, обещанный выпуск о метро, или точнее, об общественном транспорте Барселоны, главным звеном, которое является метро. Общественный транспорт Барселоны включает в себя автобусы, трамваи, пригородные поезда, они же электрички, и, собственно, метро. Но так как метро является главным элементом общественного транспорта Барселоны, то с него и начнем знакомство, и он и будет основным фактором в нашем рассказе. Сейчас все увидим. Итак, поехали. Итак, ходим в метро, но так как это помещение, мы одеваем маску. Это терминалы для покупки проездных билетов, и сейчас мы возьмем один из них. И потом я расскажу обо всех проездных, основных, которые здесь продаются. Итак, мы видим на экране не один билет, а достаточно много, и нужно выбрать, какой подойдет именно вам. Давайте остановимся на них подробнее. Итак, Т-Касуаль на 10 отдельных поездок, Т-Групп на 70 отдельных поездок, Т-Фамильяр на 8 отдельных поездок. А теперь о том, что общего у этих проездных. С ними можно в течение 1 часа 15 минут пересаживаться на любые виды транспорта, кроме такси, разумеется. И весь этот путь засчитается как одна поездка. Но если вы выезжаете за пределы первой зоны, а зонах чуть дальше, то срок увеличивается для каждой последующей зоны на 15 минут. Пересадки должны быть на разные маршруты. Нельзя 2 раза проехать по одному и тому же маршруту. Это уже засчитается как отдельная поездка. Эти билеты недействительны для станции метро «Аэропорт» 9 южной линии. И если они мало используются, то срок их действия заканчивается, когда изменяются тарифы. Последнее изменение было 1 января 2021 года. Теперь безлимитные тарифы. Т-Диа – безлимит на 1 день. Ола Барселона – 2 дня, 3 дня, 4 дня, 5 дней. Т-Усуаль – безлимит на месяц. Т-Хове – Ховен – это молодой. Безлимит для молодых людей до 25 лет на 3 месяца. Но безлимит он, как говорится, и в Африке безлимит. С этими проездными сколько угодно можно ездить в пределах указанных сроков. Срок годности безлимитных билетов, если они не используются, заканчивается 28 февраля следующего года после покупки. Подходят также для станции метро «Аэропорт» 9 южной линии. Ну и у них также градация по ценам в зависимости от зон. Ну и, наконец, новинка – Т-Мобилитат. Новая система, основанная на бесконтактной технологии. Оплату проезда можно производить как по пластиковой карточке, так и с мобильного телефона. Таким образом, я сейчас возьму билет, который нужен мне. Этот безлимит за 40 евро, здесь носится номер документа резиденции, для меня будет дорого, так как я мало езжу. Поэтому я выбираю другой билет на 10 поездок. Наиболее оптимальный для меня вариант. Обратите, кстати, внимание на градацию по зонам. Вставляем тархету карту банковскую. Забираем. И наш билетик. Cerrando puertas. Doors closing.
Итак, мы сейчас спустились в одну из станций метро Барселоны. Это 9-я автоматическая линия, 9-я оранжевая. Всего таких линий в Барселоне 5. Это 9-я оранжевая, 2 ее ветки, северная и южная. И 10-я синяя, тоже северная и южная. И плюс еще одна 11-я линия, там совсем коротенькая, она ведет в новый район Барселоны. На каждой станции есть ряд лифтов, как минимум их 2. Там, где их 2, обычно еще есть эскалаторы. Эскалаторы вы еще увидите впереди. Большинство станций находится на глубине от 25 до 50 метров. Вот это сейчас это 50 метров. Есть, которые доходят до 90. Для сравнения, 5 самых глубоких станций метро в мире. Итак, станция Вашингтон-Парк в Портленде, США, 79 метров. Станция Парк Победы в Москве, по разным официальным оценкам, от 73 до 90 метров. Станция Адмиралтейская в Санкт-Петербурге, по тем же самым оценкам, от 86 до 102 метров. Станция Пухун в Китае, около 100 метров. И самая глубокая станция, Арсенальная в Киеве, 105 метров. Ну, на фоне этой мировой пятерки лидеров, наше метро в Барселоне занимает вполне себе достойное место. Итак, вперед, поехали. Как вы видите, платформа по всей длине защищена специальной перегородкой, которая служит эффективной защитой от случайного падения в опасную зону путей. И сейчас я пройду к тому месту, в самом начале поезда, где я сяду, начало вагона, там, где обычно сидит кондуктор, и покажу вам туннель изнутри. Пока мы едем по туннелю, познакомимся с историей метро Барселоны. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что я сейчас нахожусь на том месте, где обычно сидит кондуктор, который управляет поездом. Но так как линия, как я уже сказал, автоматическая полностью, то здесь сделана просто смотровая площадка с обоих концов поезда. Итак, предыстория началась в 1863 году созданием железной дороги, которая связывала Барселону с одним из ее дальним на тот момент муниципалитетом – Саррией. К концу 19 века население Барселоны из-за индустриализации увеличилось в 5 раз, достигнув 500 000 жителей в 1900 году. Соответственно, дорожное движение значительно увеличилось, основные дороги разрушались. Кроме этого, возникла необходимость объединить различные железнодорожные вокзалы, существовавшие в городе в начале 20 века, в результате чего был создан проект подземной железной дороги. Но в 1914 году проект был парализован из-за начала Первой мировой войны. И только после ее завершения группа каталонских и баскских бизнесменов решила его возобновить. В 1920 году была основана компания Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, известная как El Transversal, целью которой было запустить проект по установке связывающей городской железной дороги в Барселоне между линиями Барселона-Таррагона и Барселона-Франция. 7 марта 1922 года королевским указом был дан ход строительству метрополитена. Строительство было сложным и не без осложнений, поскольку маршрут пролегал по очень загруженным улицам и с очень высокой плотностью движения. В период с 1935 по 1950 год строительство остановилось. Понятно, в Испании началась гражданская война и плюс еще был послевоенный период. В течение этого периода были повреждены туннели метро, поскольку во время войны туннели использовались гражданским населением как бомбоубежище или как склады военного имущества. В послевоенный период строительство метро возобновилось. Открывались новые линии,
расширялись существующие. И да, конечно, в процессе строительства возникало много сложностей. Ломались бурильные машины из-за того, что грунт оказывался тверже, чем рассчитывали. Натыкались на подземные воды, которых не ожидали. Случались аварии, которые вызывали обрушение земли в жилых зонах. После одной из таких аварий правительство Каталонии санкционировало ужесточение норм техники безопасности строительных работ, что привело к значительному удорожанию работ. И даже поступали многочисленные жалобы от местных жителей в связи с повреждением зданий в процессе строительства. В общем, было много чего. Но в итоге, к концу 20 века, образовалась основная структура барселонского метро. В начале 90-х на первой красной линии появилась станция Фондо. Это сегодня конечная этой линии с северной ее стороны. Эта линия стала первой оснащенной лифтами, адаптированными для людей с ограниченными физическими возможностями и осязательным покрытием для слепых. С тех пор все новые станции, которые были созданы или отремонтированы, адаптировались под эти потребности. И на сегодняшний день большинство станций имеют лифты, за исключением отдельных старых. Ну а теперь о будущем метро Барселоны. Метро продолжает расширяться. Хотя, казалось бы, сеть и так достаточно хорошая, но население увеличивается, город растет, трафик, соответственно, тоже растет. Поэтому у транспортной компании планы аж на десятилетия вперед. Понятно, что они на ходу корректируются из-за разных кризисов, но работы не останавливаются. Так, около месяца назад были открыты сразу 3 новых станции на 10-й южной линии. А теперь далее по порядку. Первая красная линия с одного конца дорастет до 9-й оранжевой, чтобы соединиться с ней на станции Эль Прат всего в нескольких остановках от аэропорта. А с другого она соединится с пригородной электричкой, которая идет вдоль Бадалонского пляжа на станции Бадалона. Далее. Вторая фиолетовая вырастет только с одного конца, но как? Аж до аэропорта, а это уже приличное расстояние. И таким образом грузопассажиропоток между аэропортом и Барселоной разгрузится аж в 2 раза. Далее. Третья зеленая с одного конца соединится с первой красной на станции Тринидад-Вейя, а с другого дойдет до пригородной электрички R1 и R4 на станции Сан-Фелю. Следующая, 4-я желтая, там, где она заканчивается сейчас, на Ла-Пау, она вырастет до Ла-Сагрера. И на ее новой конечной станции появится новая центральная станция Сагрера-Дав высокоскоростной железной дороги. Дальше, с 5 по 7 изменения пока не планируется. А 8-я розовая вырастет от Плаза Эспания до станции Грасия, соединяясь с линиями 6-я серая и 7-я коричневая. Далее 9-я оранжевая, по которой мы сейчас едем. В настоящее время функционируют 2 отдельных ветки этой линии на разных концах Барселоны. Они соединятся línia 1, línia 5, línia 10 nord и Rodalies. Final de línia. Они соединятся, и это будет одна из самых длинных линий барселонского метро, которая соединит аэропорт с отдаленным муниципалитетом Санта-Колома, где мы сейчас и живем. Ну и, наконец, 10-я голубая. Та же история, что и с 9-й. Функционируют 2 отдельных ветки на севере и юге Барселоны. Они также соединятся, пройдя через всю Барселону, и южная еще кроме этого дорастет аж до промплощадки Полигоно Индустриаль муниципалитета Эль Прадо ла Бригад. И когда она туда дойдет, там вырастет новая станция Протенг. А вот как эти изменения выглядят все вместе.
Итак, наш туннель заканчивается, и мы сейчас продолжим наше путешествие. А вот и обещанный эскалатор. А что вас, дорогие зрители, не утомлять долгим подъемом, немножко ускоримся, окей? Поехали! Ну вот, мы и поднялись с ветерком. Итак, мы с вами находимся на Плаза Каталуния, а точнее в подземной ее части. Плаза Каталуния – это один из самых больших транспортных узлов Барселоны. На ней встречается сразу много пригородных поездов, которые пересекаются с разными линиями метро. Ну, а непосредственно на самой Плазе Каталуния, нужно снимать маски, так как здесь уже улица, и одевать очки от солнца. Так вот, здесь своих пассажиров ждут множество автобусов, городских и туристических. Ну а мы приближаемся к конечной точке нашего путешествия. А от вас, дорогие зрители, я жду лайки, ну или дизлайки, как вам по душе. Но больше всего меня интересуют ваши комментарии. Мы уже доехали до фуникулера. Осталось совсем немножко. И теперь последняя пересадка в автобус уже на горе Монжуик. Итак, мы приехали. Мы в финале нашего путешествия. Приехали на гору Монжуик. Здесь крепость Монжуик, которая когда-то охраняла, защищала Барселону. А для чего сейчас это была поездка? Монжуик, крепость, это будет отдельная история. Но сейчас хотели показать, что просто на одном этом проездном мы сделали 2 пересадки в метро, фуникулер, автобус. И в итоге мы здесь. Наш рассказ сегодня о общественном транспорте Барселоны. Поэтому, как вы видите, это очень удобно. Молодцы барселонцы, очень удобно сделали транспорт. На одном билете можно очень много куда добраться по Барселоне. Так что до скорой встречи, увидимся на канале.